Всем привет, с вами Разрушители Легенд. Вернее, Разрушитель. Где второй, я без понятия, но все равно начинаем. Итак, первый миф. Кабина самолета защищает пилота от оружия ближнего боя. Черт, я проспал. Мы уже начали? Что я пропустил? Да ничего, залезай в самолет. Зачем? Куда-то летим? Не совсем, на месте объясню. Хоть кабина самолета и застеклена, но пилоту это особо не помогает. Все равно получай. Если вам пилотам довелось погибнуть от удара лопатой по голове, самолеты это точно не ваше. Миф разлетелся на куски, как и голова пилота. Следующий вопрос. Возможно ли убить игрока через воду? Надеюсь, что можно. Тогда я убью Аквамена. Что? Ничего. Пробуем попасть в игрока под водой и... не попадаем. Вернее, попадаем, но не в него, а в его транспорт. Возьмем чуть выше, и теперь удается попасть по игроку. Получается, что для попадания по игроку под водой необходимо стрелять немного выше. Ну а с гранатами подобных проблем не возникает. Взрывы все равно, выше игрок или ниже. Миф подтвержден. Аквамен, берегись. Третий миф. Ручной пулемет и пулемет на машине имеют разный урон. Так ли это? Упс, я думал, мы уже проверяем. Ты ничего не видел. Сперва проверим МГ-34. Неблагодарно это дело ловить пулю. Отдышались и ловим вторую пулю. Повторим то же самое с М1919. Как мы видим, ручная версия наносит немного меньше урона. Но благодаря модификациям урон ручного пулемета можно увеличить, сравняв его тем самым со станковым. Поэтому миф подтвержден отчасти. Эй, противотанковая мина не срабатывает на самолет. Это же каким неудачником-пилотом надо быть, чтобы взорваться на мине? Таким как ты? Ноги этого мифа растут из того факта, что шасси самолета можно прострелить или даже пройти насквозь, а значит и мина сработать не должна. Но... упс, она сработала. Еще одна смерть, после которой можно смело сказать, что самолеты это не ваши. Знак отличия с начала пехота позволяет легким танкам уничтожать машины с одного попадания. Если это так, тогда я требую, чтобы знак «Свободное падение» работал для пехоты. У пехоты нет парашюта, зачем она тебе? Я просто требую. Проведем чистый эксперимент. Одинаковые танки, одинаковые снаряды, одинаковое расстояние, и стрелять они будут в одно и то же место подопытных машин. Разница лишь в том, что танкист справа с золотым знаком отличия сначала пехота, а слева без него. Действие знака отличия распространяется только на ручное оружие и для техники бесполезен. В обоих случаях, как мы видим, урон примерно одинаковый. Какой там следующий вопрос?
Знаки отличия гильдии и маскировка у бортстрелка распространяются и на владельца танка. По-моему, бортстрелок и маскировка вещи совсем несовместимые. Какого хера ты делаешь? Возьмем танкиста с маскировкой и пехотинца со знаком гильдии. Пометим танк. Как мы видим, метка остается довольно долго, а на пехотинце метка появляется всего на секунду. А теперь проверим, что будет, если пехотинец со знаком гильдии сядет в танк. Одна секунда. Гильдия распространяется на транспортное средство, так как и танкист, и бортстрелок в данном случае фактически находятся в одной точке. А вот маскировка работает для каждого отдельно. Миф подтвержден наполовину. Что там у нас дальше? Бортстрелок может пересесть на место пилота, если пилота убьют. Так это оказывается не бортстрелок, а запасной пилот. Бортстрелок, появившийся в самолете из очереди на высадку, пересесть точно не сможет, он даже покинуть самолет не сможет. Поэтому подберем пассажира с земли. Три, два, один, умри. Даже после смерти владельца транспорт все еще принадлежит ему, и завладеть им можно будет только взломав его. В воздухе это сделать не получится. Но если самолет взломать на земле, то в случае смерти пилота бортстрелок сможет пересесть на место пилота. И хотя этот сценарий крайне маловероятен, миф правдоподобен. Бронебойным снарядом танка можно убить двоих игроков, стоящих друг за другом. Не знаю, как двоих, а одного точно можно. Дважды этот трюк не пройдет. Для эксперимента возьмем максимально возможный калибр. Не надо стрелять мне в лицо, я же снимаю. Вот, правильно, стрелять буду я. Как и в случае с простыми пулями, снаряд при встрече с препятствием исчезает и дальше не идет. Таким образом, пристрелить двоих игроков насквозь невозможно. Но танковый снаряд имеет также небольшой урон по площади, и этого небольшого урона может оказаться достаточно, чтобы убить раненого игрока, стоящего за другим. Можно ли уничтожить танк, протаранив его самолетом с установленными минами на носу? Прям как настоящий камикадзе. Вылетаем! Камикадзе хренов.
Аналогично в случае с минами на машине, танк взрывается только тогда, когда он наезжает на мину, а не сталкивается с ней. А значит, тараном с минами на носу танк не взять. Нужно, чтобы мина оказалась под танком. Не проблема, вылетаем. Не совсем таран, но похоже. Поэтому миф подтвержден частично. Противопехотной миной можно уничтожить технику. Это что, какое-то новое развлечение для богатых? Берем машину, берем мину и совмещаем. Как мы видим, противопехотная мина наносит урон технике. На машину потребуется около 3 мин. Попробуем что-нибудь побольше. Противопехотными минами можно уничтожить даже некоторые средние танки. Правда, каждый уничтоженный таким способом танк обойдется в целое состояние. Уничтожить технику противопехотными минами возможно. Возможно ли убить самого себя Панзерфаустом, выстрелив вверх? Я начинаю замечать, что большинство вопросов о том, как поинтереснее убить себя. Блин, как эта штука работает-то? Упс. Вертикально вверх выстрелить не получится, только под углом, поэтому снаряд упадет не на нас, а далеко впереди. Попробуем его опередить и оказаться в месте падения раньше. Скорости бега для этого не хватает, удалось пробежать лишь половину дистанции. Воспользуемся машиной. И мы получаем отличное самоубийство. Амфибию можно использовать для переправки другого транспорта. Ага, и ввести новый класс в игру. Паромщик. Ну ладно, поплыли проверять. Сперва попробуем автомобиль-амфибию и что-то легкое сверху. Начнем с велосипеда. Держит. Возьмем что-то потяжелее, например, мотоцикл. И его выдерживает. Правда, удержаться довольно трудно. Теперь попробуем мотоцикл потяжелее. И вот тут-то мы пошли ко дну. Автомобили-амфибии могут удержать максимум двухколесный мотоцикл. Теперь возьмем Т-38. Начнем сразу с того, что оказалось не под силу автомобилю-амфибии. Плывем! Машину, кажется, тоже выдерживает, но при малейшем неверном движении мы начинаем тонуть. Дальше попробуем автомобиль разведки и сразу идем ко дну. И даже 2 танка идут ко дну, более того, на них практически невозможно удержаться. Переправить транспорт можно, но не тяжелее машины. Да и сделать это довольно трудно.
Ну и последний миф на сегодня. Фугасом можно попасть в открытую дверь транспортника и убить всех десантников внутри. Что думаешь? Смотри, смотри, как я умею. Смотрите, как я умею. Дело проще некуда. Дверь довольно широкая и попасть в нее нетрудно. Стреляем и... Что-то пошло не так. На удивление, открытая дверь транспортного самолета не простреливается. Однако, в случае с немецким Юнкерсом, возможно стрельнуть на вылет через два окна, и если десантник будет находиться между ними, то его можно будет убить. Таким образом, если удастся попасть фугасом в определенную точку под определенным углом, то убить десантников внутри получится, но сделать это в реальном бою практически невозможно. Миф возможен, но маловероятен.